Серый у многих вызывает ощущение безликого и скучного цвета. Кто-то называет его офисом, хотя современные офисы совершенно не серые. Другие обзываются на серый пещерой и говорят про его отстраненность, но универсальность. Кто из них прав, а кто нет, и как применять серый в интерьере правильно, мы разберем в этом видео. Ну а я, как и прежде, Наталья Шелковская, дизайнер интерьера. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, и добро пожаловать на очередную дизайн-терапию. Но сначала хорошая новость для всех, кому полезны и приятны мои ролики. Теперь вы можете отблагодарить меня и поддержать мою деятельность или поучаствовать в жизни канала, стать спонсором здесь, на YouTube, подписаться на мой Patreon, а если вы из России, то подписаться на мой Boosty. Все ссылки есть в описании к видео и в описании канала. Спасибо всем спонсорам за поддержку. Сначала скажу, что у меня на канале уже были ролики про бежевый, черный, белый в интерьере, а серый завершает цикл роликов про нейтральные цвета. Теперь, почему серый многим кажется скучным, унылым, офисным цветом, и многие его боятся? На самом деле это максимально нейтральный цвет. Он бывает еще разных оттенков, с примесями разных пигментов, например, серо-бежевым, зеленоватым, синеватым, красноватым, с легким фиолетовым оттенком, если туда примешана капелька красного и синего, и так далее. Еще он бывает разной светлоты, то есть если в нем больше белого, он будет светлее, если черного – темнее. И в нашем мире мало какой черный по-настоящему черный. Чаще всего в нашей жизни нам встречается именно темно-темно-серый. Поэтому серый цвет бывает очень разный. Кто-то, смотря на эту картинку, скажет, что это все серый цвет. Сейчас еще несколько лет точно будет популярен серый с добавлением коричневого или бежевого цвета. Такой очень спокойный, теплый серый оттенок. Универсальнейший цвет. Нравится большинству, подходит практически везде, всем приятен, ну или как минимум не вызывает отторжения. Для того, чтобы интерьер не выглядел пещерой, он, конечно, все равно не будет выглядеть пещерой, потому что пещера все-таки скорее в коричневых оттенках. Добавляйте к серому цвету его другие соседние оттенки. Темнее, светлее, разбавляйте эту палитру разнообразием и растягивайте серый. От светло-серого до темно-серого добавляйте оттенки серого с примесью пигментов. Используйте серые камни с прожилками и ставьте деликатные черные акценты и контуры. Тогда это будут хорошие универсальные нейтральные интерьеры, которые вы потом и продадите легко при необходимости, и однообразно они смотреться не будут. Дальше вы просто регулируете пропорции серых оттенков. Хотите посветлее – больше светло-серого. Нравится потемнее – больше темно-серых оттенков. Так интерьер будет глубже, вы добавите больше слоев. Кстати, про теорию слоев в интерьере и о многих других нюансах я рассказываю на своих курсах. Смотрите по ссылкам в описании. Как вы уже поняли, серые оттенки могут быть как теплыми, так и холодными, в зависимости от того, добавляем ли мы к ним синие или около-синие цвета, или оранжевые или около-оранжевые цвета. Есть 3 варианта сочетаний с серым. Первый. Теплые серые цвета хорошо сочетаются с желтоватым или коричневатым деревом, с коричневыми и рыжими текстурами, с рыжей кожей. Второй. Когда мы сочетаем только прохладные оттенки с прохладными или с нейтральными. Например, рядом с холодными оттенками можно размещать металлические текстуры, сталь, холодные оттенки могут быть отличным дополнением к стальным и стеклянным декоративным элементам. Но есть третий вариант. И третий вариант – это смело миксовать теплое с холодным. И моду на это задали французы. Они очень часто миксовали и разные металлы в одном интерьере, и разные оттенки теплых и холодных цветовых направлений. Да и вообще, больше всех в мире поборолись за право на существование свободолюбивой эклектики. Я делала подобный микс для одного из своих прошлых проектов, где заказчица хотела интерьер потемнее. И очень хотела именно серый оттенок, но при этом у нее было много любимых картин в позолоченных рамах. Получился очень красивый интерьер как раз с таким французским флером. Так что холодный серый можно очень здорово просочетать с теплой латунью или золотом, и это будет контраст, подобно черному и белому. Такое заряженное противопоставление, конфликт, который чаще и является центром напряжения в искусстве, да и вообще отображением дуальности нашего мира. Ну а чтобы у вас не было ощущения, что серый – это офисный цвет, неуютный, то тут я добавлю, что неуютным офисы делает не цвет
Да и вообще офисы бывают очень разных цветов. А текстиль, вернее, его отсутствие. Потому что чем больше приятного для щечек, ладошек, пушистого, вязаного и переплетенного у вас будет в интерьере, тем уютнее он будет вам восприниматься. А сам по себе серый цвет на уют совершенно не влияет. Но еще серый является прекрасным фоном для того, чтобы проставить цветные акценты. И именно серый, помимо белого, очень часто используют в галереях в качестве фона для картин и скульптур. Все потому, что именно на нейтральном сером, без примеси дополнительных цветов, лучше всего раскрываются цветовые акценты, которые вы хотели бы поставить в интерьере. Ваши любимые цвета. Так что серый прекрасен в качестве фона для любых ярких, насыщенных, сочных и даже флуоресцентных цветов. Создается такой же драматический конфликт, как и с золотым и латунью, и любой насыщенный цвет на нейтральном сером будет выглядеть вкуснее и сочнее. Есть еще деликатные аспекты работы с серым цветом, рефлексы, роль текстур, глянца или матовости, но об этом я рассказываю на курсах уже для тех, кто хочет погрузиться в профессию дизайнера глубже, чем простой любитель и интерьеросозерцатель. Надеюсь, наша с вами дизайн-терапия была вам полезна и приятна. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с тем, кто сомневается по поводу серого цвета и находится в плену сковывающих стереотипов.